4К 60 FPS. Всем привет, вы на канале Польза.нет. Это съемка с основного аппарата, с основной камеры у Realme GT Neo 5. Какие у меня с ними были проблемы, и полный обзор, разумеется, будет на YouTube канале Польза.нет. Сейчас работают его родные микрофоны. Примерно какие здесь тесты, то что он выбивает в режиме GT 1 миллион 100 тысяч баллов в Antutu, в обычном режиме 1 миллион баллов в Antutu, вы увидите сейчас в начале ролика. Это пример основной камеры, будет чуть-чуть примера фронталки. Если вам нужны примеры фото и всего остального, пожалуйста, у меня есть телеграм-канал мой личный, ссылка в описании. Я туда скину исходники. Про телефон хочу сказать только одно. Как только он мне пришел, на лайв-канале есть, пожалуйста, фотографии с распаковкой. Он оказался заблокированным под симку. Мне повезло, и у меня сработала программа, которая должна срабатывать в принципе, написанная умельцами для разблокировки смартфона. Когда вы приобретете подобное устройство от бренда BBK, а я напоминаю, это Vivo, IKO, Realme, OnePlus, это вопрос, получится ли у вас так разблокировать или нет. Пока такие проблемы только у Realme. Была информация про Realme GT Neo, про Realme 10 Pro Plus, и была информация про OnePlus 11, что у кого-то блокировались. У меня, получается, симка была заблокирована на Neo 5. И как решить данную проблему, опять же, в моей телеге это есть, но она может быть таким образом не решена. Если говорить уже об остальных каких-то особенностях, напоминаю, что вот сейчас вы видите его основную съемку, все остальное вы видите в основном ролике. Здесь вы увидите автономность, как он справлялся с тем, чтобы в Твиче одновременно стримить в Apex, рекомендованные настройки Apex, и сбрасывал он яркость или нет. Смотрим. И мы не ищем легких путей, к сожалению, сейчас он включил автоматические улучшения, это фронталка Realme GT Neo 5. Так делать нельзя. Если вы хорошо выглядите в камере, значит с камерой что-то не то или она плохая. Сейчас я попробую ее отключить. Фронталка 1080p ретушь отключена, но все равно она есть. Как говорят иногда, что немного мультяшная картинка. Не лучший вариант, но не худший вариант развития событий. Сейчас вы видите, как снимает фронталка у этого смартфона. Чуть-чуть увидите, как снимает ночью его основная камера, помимо студийной съемки. И напоминаю, что 4К у бренда BBK на фронталках нет. Многие говорят, что мне не нужна фронталка, мне не нужны игры. Тогда зачем вы смотрите обзоры, ваш телефон Nokia 3310 в принципе? Зачем вам переплачивать? Потому что знайте, если вы были не в курсе, переплата идет минимум половина стоимости смартфона за камеру и вторая половина за то, чтобы это все дело выдерживало в каких-то нагрузках. Понятно, игры, возможно, для вас не являются на смартфонах чем-то, но я вас обрадую, они уже даже относятся к киберспорту. За них люди деньги получают. К чему это все? К тому, что это фронталка. Напоминаю, подписаться на этот канал, на основной канал Польза.нет, на котором скоро будет основной обзор на этот смарт, и подписаться на телеграм-канал взаимопомощи, скидок и мой личный телеграм-канал. 4К 60 FPS, съемка объектов, притом они подсвечены, и вот так вы сможете снимать объекты при нормальном освещении с этого смартфона. Меня, во всяком случае, все устраивает. Автофокус. Но 4К 60 FPS, к сожалению или счастью для вас, здесь нету ультраширика и нет 8К. Но 8К по мне тоже не нужны, они нужны просто как запас, чтобы понимать, что у вас просто супер крутой процессор. Дальше мы смотрим X10 максимум, ночью он бесполезен. В принципе, как и днем, я вам расскажу страшную тайну. И все. И ночью на фронталку вы сможете снимать себя вот так. Теперь вы увидите синтетику, и потом уже пойдет большой-большой тест. Ну а системный обзор, прям все по полочкам, с выводами и всем остальным вы увидите на канале, я думаю, через дня 2. Так, ну и основные спеки этого устройства вы можете сейчас наблюдать. Автовыключение экрана 30 минут, в принципе, как у всех. По поводу частоты обновления экрана, она здесь 144 Гц, это очень даже прилично. По поводу, не знаю, каких-нибудь вещей из разряда батареи, здесь есть особый режим, я думаю, вы догадываетесь, что это режим GT, он был включен во время теста, почему-то он сейчас отключен. Значит, был отключен во время теста. 21, ну увидите, сколько процентов он ушел. Спойлер сразу сделал за 1 час. Посмотрите, как с Твичом все это дело справлялось. Вот мое устройство GT Neo 5 на 1 терабайт на 16 гектар оперативы. С тем, какие здесь камеры, основная, фронтальная и все остальное, можете сразу же ознакомиться. С расширением по поводу плюс 4 гигабайта или еще что-то вы можете ознакомливаться в рекламе. Я считаю, что это бесполезный маркетинговый ход. Прошивка последняя, обновлений здесь нет. И сейчас по-быстрому я покажу вам результаты тестов, для того, чтобы вы примерно прикидывали, что у вас в режиме GT, опять же, я проводил Antutu, 1 миллион 105 тысяч, без режима GT он выбивал у меня 1 миллион 40 тысяч баллов. Здесь у нас 8 плюс Gen 1. Если говорить о
тротлинг тесте вот такая вот не радость. Если говорить о storage тесте, вот такая тоже не радость. Если говорить о Geekbench, я надеюсь, что основной, точнее 3D Mark, основной обзор вы тоже посмотрите, потому что по большому счету информацию я подытожу все-таки там. Здесь всем, кто либо купил уже, либо планирует, можете наблюдать, какая стабильность, устойчивость какая, 60% это печаль, но я хочу отметить, что в отличие от того же Samsung S23, это все дело проходилось не в холодильнике, не в морозилке и с первого раза, то есть смартфон не перегревается даже в чехле. Если говорить о каких-то спеках самого смартфона, которые, может быть, кому-то нужны будут особые, то вот вам, пожалуйста, вся информация с 3D Mark. Разумеется, они не всегда пишут всю правду, но все неплохо. По поводу зарядки, заряжается он у меня за 18 минут. А по поводу каких-то специфических вещей, как мне многие говорят: Саня, а где же GPI есть или нет? Точнее, есть ли NFC? Разумеется, есть. А Geekbench 5 у меня, я, по-моему, его не проходил еще, и об этом вы узнаете в ролике. А по поводу сенсоров, сенсор неплохой. Все, минимальная информация вам видна. По поводу всего остального из разряда кодеков и каких-то особых вещей увидите в ролике. Из интересного, как я уже говорил, я проводил результат, к сожалению, на максимальной яркости экрана и максимальной герцовке. Это позор. Это позор, и в играх он ведет себя лучше. Но то, что я видел в PC-Mark, это, конечно, печаль. Так же, как обратите внимание на Antutu, там был со 100% до 5%. Все, за 3 минуты вы узнали 95% об этом смартфоне. Информации, которая нужна гику для покупки. Ну и не мог я оставить вас без этого. Это шим на 100% яркости. И, разумеется, данные в Geekbench. Видите запись лайв с Твича. Я буду гонять Realme GT Neo 5, и, скорее всего, вы уже видели фронталку в нормальном виде. Сейчас вы видите запись с фронталки, опять же, Realme GT Neo 5 с сжатым видом. Почему? Потому что я стримлю в Твиче. В Твиче максимум 720p. А в начале видео вы видели, скорее всего, 4К 60 FPS. Я по-любому добавлю с основной камеры. И по-любому добавлю фронталки. Немного. Что я могу рассказать об этом смартфоне? Он довольно быстро разряжается. В режиме GT, который у меня сейчас включен для того, чтобы не было затупов в игре, он даже 8 часов в PC-Mark не выбивает. Как он проходит стресс-тест в Antutu? Ну, стандартно для данного процессора. Здесь 8 ген плюс 1 Snap. Он, к сожалению, проходит не очень хорошо. То есть через час он начинает довольно сильно тротлить. Дмитрий, привет. И напоминаю, что очень много смартфонов таким образом без объявления я тестирую в Твиче. Записи вы можете смотреть, они, по-моему, в течение 1 месяца сохраняются. Потом на лайве я либо все склеиваю, либо сразу файлом выгружаю. И у вас есть возможность оценить микрофон и увидеть автономность. Параллельно я, разумеется, вам рассказываю, насколько хорошо смартфон разряжается, насколько он сильно греется, насколько хороши или плохи микрофоны, всегда решать вам. Напишите, кстати, скрипит микрофон. Так, значит, мне надо еще тише его сделать. Это, кстати, плохо, потому что, если откровенно говоря, он и так на половине чувствительности. Дмитрий, спасибо. Сейчас как микро? Немного звук хрипит или уже нет? Сейчас я говорю в чехле Smart. Температура в помещении где-то градусов 19. По освещению 4 лампы светят мне в лицо, 2 позади меня, 3 даже суммарно. То есть, по идее, картинка, несмотря на то, что в низком качестве, должна вам нравиться. А если вы смотрите на смартфоне, вполне возможно, что ее вам достаточно. Скрипт прошел. Самое главное, что скрипт прошел, потому что, опять же, если я выкручиваю чувствительность в Твиче, то вы начинаете слышать как раз эти шумы. Напоминаю, что здесь у нас стерео, напоминаю, что здесь у нас довольно неплохие данные в синтетике, но все они, вы их видели с самого начала. Напоминаю подписаться на мой телеграм-канал «Скидок взаимопомощи», если кто-то смотрел, но, скорее всего, вы все будете проматывать этот ролик, в принципе, что логично. В целом, по смарту ощущения пока положительные, но дорого. Дорого. Я пока не понимаю, для чего он. Понятно, что это замена Neo 2. И понятно, что здесь есть терабайтник. Слово, стримлю сейчас 16 гектар оперативы и терабайт внутренней памяти. Разумеется, внутреннюю память не запихать. И переходим к игровому процессу. Что я делаю в первую очередь? Вы видите 96%. Я сейчас включаю секундомер.
И мы в течение часа в Апексе, который скоро будет закрыт, это, наверное, последний тест. Спасибо большое, пиво. Последний тест данного смартфона в Апексе, потом уже будут Genshin Impact, потому что я уже говорил, что вроде не буду, а решил все-таки поиграть в него. И пока не вылетел, Apex открываю. Apex у меня уже готов. Нажимаю играть. По поводу рекомендованных настроек. Сейчас вы увидите, ничего я не менял. Специально аккаунт слабенький, для того, чтобы меня сразу не вынесли. Вот такие рекомендованные настройки у самого аппарата, и так мы будем и смотреть. Напоминаю еще раз, что он в чехле. Напоминаю еще раз, что девайс с прямым экраном, подбородок небольшой, и в целом, я думаю, что вы смотрите данный стрим, если вы смотрите его в записи, как раз по той причине, что вы планируете это все дело покупать. Возможно, это и правильное решение, но на 100% вам сказать, к сожалению, не могу. Сейчас я включу Twitch для того, чтобы видеть ваши сообщения, ну и оценивать. Напоминаю, что по Wi-Fi я стримлю. Если делать все это с симки, то смартфон будет разряжаться еще быстрее. И еще раз повторяюсь, что по мне, сразу спойлер, я не назову этот смарт. И он, еще раз повторяюсь, в режиме GT, чтобы не было никаких тормозов. Но данный смартфон суперавтономностью не отличается. 8 плюс Gen 1, к сожалению, по мне, не особо удачный процессор. Возможно, я не прав, можете меня поправить, где-то вы видели его в реализации лучше. Скрип, звук, все остальное, напоминаю еще раз, в чехле. Так, поиск уже 1 минуту 30 прошел, не критично. Кто не в курсе, основной канал Пользы.нет, сейчас я вас ориентирую, сколько там у нас подписчиков, 372 тысячи, вы, скорее всего, смотрите на лайв-канале. На лайв-канал я в последнее время стал выгружать еще и распаковки. Распаковки этого девайса тоже есть. 26 тысяч у нас на лайв-канале. Напоминаю, что есть еще телега скидок, там 88 тысяч подписчиков или 89, нет, 88. И в целом вот так. Не хочет он искать последние 2 человека. Вот что значит умирающая игра. Есть контакт. Ну все, живем, летим. Кто чем занимается сегодня? У вас день, все весело. Пиво, Дмитрий. Странно, сегодня Дмитрий Гордиенко не дошел до нас. Еще раз повторяю, что те, кто смотрит в записи, возможно, стрим, либо смотрит его на лайв-канале, получается. Нас онлайн 6 человек по той причине, что я, первое, не анонсирую никогда Twitch. Второе, в основном на Твиче у меня нет вообще моей публики. И спасибо огромное тем, кто сюда пришел с YouTube для того, чтобы подписаться и смотреть периодически. И третье, чтобы вы понимали, можете посмотреть, как был стрим Xiaomi 13 на основном канале. Мы собрали в онлайне максимум 980, и так в среднем было 880 человек. 2 часа, по-моему. В итоге стрим уже посмотрело 27 тысяч. То есть, в принципе, люди интересуются железками. У меня ночная смена сегодня, а пока по магазинам доставка Озона и Wildberries. Ну, это хорошо. Хорошо, когда есть на что покупать. В Петербурге зима, мороз, снег, отдыхаю дома, футбол сейчас, Зенит, Химки. Надеюсь, что не посчитается за рекламу. Да ничего здесь вообще не считается. Говорю, главное политику не вспоминать. Видишь, я уже и Озон, и Wildberries вспоминаю. Я уже где только, если честно, не покупаю девайса. Но я сейчас скидывал в телегу в личную, что я закупил. А закупил я, получается, девайсы для сборки компа. И если будет кэшбэк, хорошо. Если нет, то я минимум встряну на 1100. Вот. Пока ни кэшбэка, ни баллов нету. То есть я решил, у меня есть 2 стационара, но стационары я не могу перевести, хороших а-ля анверовских, у меня есть обзоры на канале. Но я зато могу перевести комплектующие, кроме получается, опа, вот это камильфо, да? Серьезно? Это, конечно, был эпичный фейл. Эпичнейший фейл. И, скорее всего, он мне предложит сразу спрыгивать куда-нибудь. Ну, главное, Twitch не вылетел, правда?
и вернуться, конечно, вернуться в предыдущий матч. Может быть, мы еще успеем полетать. За кого болеешь? Надеюсь, не за Химки? Все-таки ты в Петербурге живешь. Было бы странно. А Зенит Химки. А это команда Зенит Химки, а не Зенит против Химки. Извини. Ну что, прогрузит он или нет? Ваши ставки, господа. Подвис. Это у вас не стрим подвис, это телефон подвис на загрузке. Что такое хорошо и что такое плохо, да? Мне кажется, что придется заново сейчас заходить. А, нет, все, сегодня наш день. Я уже планировал в PUBG заходить. Но что-то как-то он люто висит. Опа. Ага, меня уже убили. Ну, значит, все. Значит, будем считать, что мы посмотрели, как кто-то играет. А, нет, играют против Тима. Хорошо. Не поехал, потому что билеты дорогие, или потому что далеко, или потому что времени нет. И еще раз. Классно поиграли, да? Эпичненько. Мне еще нужно быть... А, мне еще и уровень добавили за это. О, да. Мгм. Может быть, будем отсчитывать, наверное, процент от самой игры. Как это первый раз игра начнется, допустим, с футбольности. Уж совсем как-то печально получить награды. Да, чего? Смысл этих получения наград, когда у тебя благополучным образом уже все, игра заканчивается. О, ничего ж себе. Ничего себе, вроде бы получилось. Давайте еще раз сброшу, что весь этот банкет с установкой, это нехорошо. Секундомер. Где мой секундомер? Не вижу. Ладно, еще раз. И понеслась. То есть секундомер 94%. Если слишком громко игра, напишите, потому что я сделаю тише. Все время каждый телефон по-своему и с микрофонами работает, и совсем. Я на футболе и хоккее еще ни разу не был, стесняюсь. Почему? СКА хоккейный клуб вчера еще выиграл первую серию в плей-офф Кубка Гагарина. Судя по всему, вам это ни о чем не говорит. Нет, я знаю, что такое Кубок Гагарина, я знаю, что такое СКА, и я ходил на него. Ну да, я за спортом не слежу. Максимум новости про UFS. А еще сделали Fan ID. Fan ID я слышу. Так а вообще нереально купить билет, если ты не зарегистрирован в Fan ID. Это тогда совсем уж печаль. Детей. Центра и правильно. О, что-то, товарищи мои. Я почему-то думал, что если у тебя нет Fan ID, ты все равно можешь только не в фанатский сектор ходить. Или тебе по-любому надо хоть что-то. Не пустят на стадион. Вот тут трындец. Первый. Опа. 9 уровень это 100% не живые, хотя может и живые, кстати. Повезло мне с оружием. Но это 100% бот. Не бот бы не стал подходить. Я почему-то думал реально, что только на фанатские места фанайди надо. Конечно, очень печальная история. Еще и с такими патронами человек шел. Очень странный игрок. Так, и жизни восстановить потом. Может быть, даже нечем. Так, стоп, 4. Почему не продолжает? Вот, это где-то впереди. Вполне возможно, что здесь тоже идет. Ага.
Так, мне нужны боеприпасы. А куда-то он уполз? Ага, вот куда он уполз. Благодаря твоим обзорам стал счастливым обладателем Realme 1,5 года как. На работе при огромном коллективе один из первых. Стал фанатом BBK, жену уговорил с айфона на OnePlus. Ну, разумных с айфона на OnePlus. Ну, так, стоп. Все ясно. OnePlus с двух сторон, да? Так, и все, в принципе. Ну это лучше поменять. Ага, он и поменял. Ну ладно, страж тогда. Пусть будет страж. Понеслась. Звук заикается. А, уплывает во время игры. То есть сделать тише получается или убрать звук игры вообще? Давайте уберу звук игры в нули. Сейчас напишите, как вам. И пиво как звук. Хорошо. Ну вот, вы выяснили, что лучше игры звук вообще отключить. Так. В общем, вы не хотите делать Fan ID, поэтому не идете на сектор, на футбол или почему? Чего там стесняться? Нет, други, как бы отходите от микрофона на расстоянии или как исколоться. Можно и чехол снять, в принципе, чтобы посмотреть, как, что из этого выйдет. Очень тяжело без звука, конечно, играть, но нечего ныть, правильно? Есть контакт. То есть где-то он здесь. Угу. Окей, он наверху. Спрыгнет, я думаю, сам. Очень странный бот. Мне кажется, тоже бот. Что с пистолетами наголо. Ну ладно. Микрофон, скорее всего, перекрывается пальцами. Ну давайте я переверну сейчас смартфон. Играю стандартно, всегда хват у меня стандартный. И если ничего не получится, уже чехол сниму. Вот. Как микро работает, так и работает. Джейк 24 Мик, привет. Так, надо уже все-таки идти воевать. И все. Так, ну все. Так, стоп, стоп, стоп. Получается, надо заменить на вот этот и flat. Нет, наверное, надо было заменить на... Стоп, ладно, ничего менять не буду. Сейчас вроде перестало со звуком. Но это я просто-напросто звук... Угу, все, убили уже. Перевернул смартфон. Так, вот Эва. Наверное, Эву надо брать. Другие боеприпасы. Ага, у него нету запаса, ладно. Запаса нету Эвы. И теперь можно идти в зону. Тем более идти еще очень много. Какой-то ящик. Это запустить гравитационные лифты. Игрок, да? Так, и... Ничего. И ничего.
Когда в обзорах мельком еще проскакивает зима, все по-разному. Не комментирую. No comments, Дмитрий. Поэтому на, как это называется, на YouTube много банов и в телеге. Много чего записано еще. Мне кажется, еще обзоров 80 у меня есть. Еще с позапрошлого даже года. Даже не с прошлого. Саня, ты не тратил SS23 Ultra? Нет, еще не играл с SS23 Ultra в играх. Сейчас я на EVO 5 гоняю. Может быть, завтра поиграю в Ультру. Завтра, кстати, может быть, будет обзор на Samsung S23. Я так думаю, что будет. Вот. Я думаю, вам интересно. Вот на S23, конечно, инфы много. Очень. И самое интересное, допустим, мне смарт не очень понравился, а вот у меня оператор Игорь его гонял после меня, и он наоборот говорит, что очень классные фотки и огромная разница между S21 и S23. Ну, у него просто S21 тоже на руках мой. Я его, к слову, так и не продал, которым я пользовался. Просто у меня сейчас его нет, во-первых, а во-вторых, я все-таки сравниваю смартфоны с, получается, новинками сегодняшнего дня, а не со старыми. И вот такие вот вам мысли к размышлению. Но он, разумеется, как оператор шарит в этих фотографиях. Говорит, что с СССки сейчас можно, не обрабатывая фотки любые, выкидывать в любые соцсети, будет все волшебно. С S21 так было нельзя делать. Так, на S23 я не помню. А мы играли или нет онлайн? Нет, я на ультру буду делать такой же забег, если вам интересно. На обычный S23 нет. Был у нас на S23. 42% в час он поедает. То есть совсем мракобесная штука. Вот. И в зоне. Так, а сколько мы уже? 10 минут, уже как-то зона так быстро сокращается. Вот что значит играть на низком уровне. Удобненько. Опа, это тип? Ух ты, ничего ж себе, смотрите как. Это был не бот. Это был не бот. Вот так вот довыделывался я, что боты одни. Нет, не одни. Еще и по счету долбят. Нет, 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 нет. Есть. Режим зрителя. Может быть, его все-таки убьют? Притом самое обидное, что у меня получается такой же игрок. Так, и чего? Обнаружено врагов 1. 3070, 3700 или 3800, 3900 аккумулятор. Был в S23 Plus на тест, интересно посмотреть. S23 Plus у меня нету. Но я планирую его купить, если интересно, куплю. Купите и S23 тоже, плюс. S23, получается, завтра будет на обзоре. S23 Plus, Ultra я продавать, скорее всего, не буду. Вот. И барабанная дробь. Премиум. Подтвердить. Хорошо играть. Ну, во всяком случае, 11 минут мы отыграли, с 94% 4%. 4%, 6, ух, ну 24 это не критично. После 42 у Samsung, еще раз повторяю, что у меня еще и режим GT, и вы сейчас увидите автояркость по максимуму. Мне S20 Plus, 3 Plus одному интересно. Нет, ни одному. Я и планировал его купить, я не помню, почему я его, кстати, не купил. Были какие-то обстоятельства, почему я решил его не покупать. Хоть убейте, не помню. Как бы так. Но я его точно куплю. Почему? Потому что у меня телефонов, наверное, штук 20 еще на обзор. Чтобы вы понимали, 20 телефонов в обзорах это, ну, минимум 2 месяца. Это минимум. Вот.
И... И частые стримы в последнее время. Они частые, хорошо. Да, опять мы летим с каким-то сквадом. Сквад сейчас прибежит. Так, и вот он. И где же, где же, где же, где же, где же? Смотрите-ка, можно, получается, даже долбясь кулаком. И где он? Где он, где он, где он? А, все, это уже мои. Это уже мои. Смотрите, получилось. Повезло. И два здесь. Из меня, конечно, сейчас игрок с таким количеством боеприпасов и таким оружием. Не особо эпично, я вам скажу. О, было хоть что-то. Стоп. О. Так, дробовичок. Есть. И куда он улетел? Ёшки. Ёшки. Все. Кирдык. Мне кажется, приманка у нас уже зависла. Да, нестандартненько получилось. Еще и сквад здесь. А нет, смотрите-ка, нас живой еще. Все. Саня, привет, что скажешь по телефону? Первое впечатление, рассматриваю дальнейшее. Дорого. И 10 уровень. Окей. Как-то не похоже на 10 уровень. Слишком много я проигрываю. А, не знаю, не знаю. Автономность слабая. Слабая автономность. И 30 секунд. Какие-то не очень веселые стримы, когда ты в Apex играешь, правда? Раньше реже было. Раньше не было новинок. Я напоминаю, что мне в октябре, когда взяли
10 смартфонов и конфисковали. К слову, 2 айфона, которые они не заблокировал, уже пытались активировать. Надо написать, кстати, туркам, как им хорошо с заблокированными смартами. Сейчас GT Neo 2 пока радует. Супер. Как быстро яркость падает? Я бы сказал, что она уже упала. Я не знаю, почему. Вот спасибо, что заметили. Я сейчас проверю, сколько люменов. Но ощущение, что он не холодный. Точнее, не горячий. Хотя я в чехле его юзаю. И хотя, по идее. Кстати, шим космос. Ха, ничего ж себе. А почему шим большой? Нет ощущения, что сброс яркости был. Сейчас я смотрю. Нету. Просто привык я уже к чему-то более эпичному. Всем привет, Алекс, привет, Пати, Панка, Сел греется на зарядке во время игры. На зарядке? Нет, на зарядку я его точно подключать не буду. Потом, наверное, через полчаса я вам скажу. Сейчас 37 градусов в области камер, в области чехла, через чехол вообще 0, в области экрана только 38. А нет, вру. Справа вот так странно распределение тепла, потому что слева получается 37, а справа аж 41 градус. На зарядке одновременно играть, все будут греться. Так на зарядке в принципе все греются. Я не знаю, что это за такой странный вопрос. За 18 минут он до сотки заряжается, и какие проблемы? В телеге взаимопомощи, точнее в моей личной телеге, посмотрите, я фотки все скидывал. Но аккумулятор не раскачался, а когда, к слову, как мне говорят, Саня, ты давай с процента его заряжай, я не могу поймать этот процент. Я уже раза 3 его разряжал полностью, и в этот процент он гаснет. Понимаете, надо с 2 до 1 успеть, то есть сидеть над ним, чтобы этот 1% успеть поймать. Вот. Быстро очень разряжается последние проценты. И много друзей село с нами в одном месте. Так, отлично, ничего нету. Великолепный лут, точнее его отсутствие. Да аккумулятор вообще прикажет долго жить, если вы будете так себя с ним вести. Нерационально. Так, и все в принципе. Может сменщик лучше. Побольше боеприпасов. И смотрим. Да ну играть на Акуме это трындец по мне, неправильно. На зарядке. Опа, здесь кто-то есть. Ну ладно, пусть будет кто-то. Так, и у нас, получается, друга какого-то положили. Не ждали они меня. Хорошо. Кто-то здесь лутался еще при этом. Просто сейчас быстрой зарядкой играть, везде адреналин. Чего? Не понял. Unreal. Ну он не так быстро садится. На обычной зарядке хоть не так нагреется. Ну, смотря как смотреть. Так, кто тебя положил-то? Реанимировать. Пока не вижу никого. И страж. Так, вот они. Пам-пам, пам-пам. Все. Повезло, видите, как сбоку зашел. С таким оружием, конечно, спинфайр. Человеку очень сильно не повезло. Со спинфайром нельзя проигрывать. Со спинфайром надо всю игру проходить, особенно когда тебе он вначале выпал. Проходить. Как этот. РПГ какой-то, да? Так, стоп. Угу. И вроде все. Подрубаю 10-ваттную норму. Ну, хорошо. Да можно же щадящий режим включить у зарядки. Он не так будет греться. Но опять же, вам не кажется, что если вы, допустим, у вас зарядка кончается, а вы играете, то нужно просто передохнуть, может быть? Я понимаю, что это не уровень сарказма, а просто вот такое наблюдение, что у всего должна быть мера. Здоровье-то оно одно. Я не буду оправдываться или рассказывать вам про то, что играть это плохо, потому что я в свое время 2 года в Clash of Clans провел. Я все хочу на куда-нибудь аккаунт перенести на вот этот вот мой новый ак, где я тестирую смарты.
Чтобы все видели, что у меня тоже было плохое время неразумное для игр. Ну, то есть неразумно, у всего есть свое время, скажем прямо. Время играть, время заниматься спортом, время работать. Так, вот, все, клиент есть. Кто-то где-то здесь ходил. Если кто-то ходил, то он вон там. Хорошо. Байпс – это тема. Стоп. Раунд 3. О, а тут что такое? Кого-то он уже убил. Преданность. Понятно. Так, а здесь у нас... Давайте преданность возьму. Другие виды боеприпасов и побольше патронов. И заползли. Все удалось. Дело, время, потехи, час. Да, все отдыхают как могут и как хотят. И если твой отдых никоим образом никому не вредит, то почему бы так не отдыхать? Хотя, еще раз напоминаю, я душнила в этом смысле, я против наркотиков, алкоголя и табака. В определенном моменте времени жизненного, пока человек все пробует, подросток, т.д. и т.п., это дело можно осуществлять, наверное, но и не нужно, если нет ролевых моделей более-менее нормальных. Но в зрелом возрасте это потеря времени и гигей какая. Лучше уж в игры поиграть. Здоровье хоть не потеряешь. Хотя, опять же, можно сказать, зрение и т.д. и т.п. Но если ты часик постреляешь, ничего с тобой не будет. Вообще. Так, и я думаю, клиента здесь есть, потому что был подтормаживание. Ну-ка, меня убьют, пока я его убиваю. Смотрим. Обнаружен враг, обнаружен враг. Вот здесь где-то. Не успел. Успел. Что, нет никого? 52 патрона. Проще, наверное, менять аккумулятор раз в 1,5 года. Проще менять смартфоны раз в 1,5 года, по мне. Чем заморачиваться в смартфоне за 35 тысяч с блоком, с аккумулятором. Это как с Poco F3. Проблема с аккумами. Но никто о ней не рассказывает, что ты ее не найдешь. Очень тяжело найти ремонтные аккумуляторы родные для Poco F3. Пам-пам. Ну и спускаемся. Пока играем мы, получается, 26 минут, никаких претензий к аппарату нет, в отличие от Samsung. Наверное, у меня еще долго будет память о нем жива в голове. У этого смартфона ничего не пригревается. Он не пожирает прям люто быстро зарядку. В X3 двуячейчный, а я не помню. Я знаю, что у меня у человека знакомого была проблема, ему нужно было поменять аккумы, и он просто взрывал себе мозг, чтобы найти оригинал. Но оригинал, опять же, они все равно китайские. То есть просто, чтобы найти аккумулятор, он потратил много сил и времени. Так, и боеприпасов хватит уж. 200 с лишним. Spinfire. Так, и отлично, мы уже, получается, в зоне. В зоне, и людей здесь окажется не особо много, мне кажется. Тяжело китайцам китайцев подделывать. Нет, у них есть, мне кажется, смысл в том, чтобы эти устройства выходили из строя со временем, и их заменяли на новые Poco F4, Poco F5, правильно? Что если все равно в каком... Я уверен, что их рынок регулируется даже в этих вопросах.
Это как, ну, я говорю, мне очень не понравилось, я думаю, вам тоже ценовая политика Xiaomi, когда они тринашку выгрузили за 80, и на следующий день выгрузили ее за 56. Ну, это что такое? То есть это типа, ну, что это значит? Что они просто решили посмотреть один день. Samsung хотя бы подольше держат цены перед тем, как сбрасывать. А Xiaomi, получается, на совсем дураков рассчитывает или как? Неправильно так делать, по мне. Хотя, может быть, я и не прав, и у вас другое мнение по этому поводу. У меня C10, и батарейка уже 5 лет живет. Ну, здесь варианты использования. Давайте откровенно. Если вы будете месяца 4 играть каждый день по 12 часов, то батарейка уйдет значительно быстрее. Опа. Так, и проще, чем заряжать, да? Так, так, так. Товарищ забежал внутрь. Играю 4 часа, но это прям вам дико везет. Опа, как мы друг дружку положили. Ну, не верю я тогда. 5 лет? 5 лет во что? В карты? Так, и наш клиент. Нет, это не эпичный чувак. Хотя, смотрите-ка, успел. Может, и эпичный. Что у него с боеприпасами проблемы, поэтому он убегает. Подождем чуть-чуть, да? Мне кажется, посадил батарейку за счет быстрой зарядки Xiaomi. Нет, просто у всего есть какое-то количество циклов, которое может что-то пережить. И все. Да, он, наверное, все-таки не планирует нас поднимать. Хотя, все возможно. На меня точно не планирует. Слишком далеко. Данные об уровне. Поместить ближайший маяк. Вопрос дня. Могу подтвердить, у Xiaomi самая топорная быстрая зарядка, чисто напряжение повышают, и из-за этого нагрев больше. Ну, я скажу так, что когда я проверял зарядки у Realme, там много очень особенностей, но ни с какой там 100-ваттной мощностью он ничего не заряжает, разумеется. Смотрите, как быстро бегает. Будет меня поднимать или нет? Вопрос дня. Вроде идут поднимать, смотрите-ка. Или нет? Или не ко мне идут? Смотрим. Мне кажется, ко мне, нет? Други. Угу. Здесь основной заруб кончился. Чисто технически они могут меня и поднять, если захотят. Или нет? Не, никто меня поднимать не будет. Так, проще говоря, ничего нет в жизни вечного, даже двигателей. Разумеется. А, ну как с Neo 5 без танцев с бубном? А как понять без танцев с бубном? Сформулируйте. Ну, то есть мне понадобилось его разблокировать, и после этого только работать начала симка. Вот, поэтому сказать, что без танцев с бубном, и опять же, сегодня у вас все работает, а завтра он просто скажет нет, до свидули. Правильно? И все. И будет таков, как говорится. Пиксели начинают походить на iPhone.
В каких-то моментах да. Ну да, на С-23 это прям было план-план. Еще и под кондиционером, да. Здесь намного все проще. Ну, такая, кстати, чуть интересная штука. На втором месте сейчас идут Realme 2S, хотя, опять же, на третьем по обзорам, по скорости набора, Fold 2. То есть, вот так покупая смартфон за 100 плюс тысяч рублей, рассказывай, а наушники за 2000 рублей наберут не меньше просмотров, а даже больше. Интересные дела. Так, 33% можно делать промежуточный результат, вообще хорошо, 82. То есть никакого сброса яркости нет, ну, тепленький вот чуть-чуть. Опять же, он в чехле. В чехле. Вот. Могу чехол снять, но мне кажется, и так норм. Без особых проблем. И... 5 секунд. Снайпер. О, корпусный щит. А почему щиты, кстати, народ не берет, интересно? Вот этого я вообще не понимаю. Типа не восстановить его или что? О, раз, два, три. Елочка гори. О, ничего ж себе, как он меня сбрил. Есть второй. И третий где-то здесь тоже бегал. Не вижу. Не вижу. Не вижу. Вот он слева. Вот он. Или это не он? У меня патронов нет здесь. Зашибись. Вот это я игрок. Уровня 100. Без боеприпасов прыгнул к типам на разборке. Да. Плюс 100 к карме. Минус 100 к мозгу. Так. И... Так. Так. Угу. Будем надеяться, что он за мной не победит. Вы убили чемпиона. Ничего ж себе. Это уровень. Вот это уровень, и это тоже уровень. А у меня боеприпасов нет. Ха. Вообще. Вообще нет боеприпасов. Так, и... О, есть. Патроны есть. Хоть какие-то есть в Алстаре. Тяжелые боеприпасы без тяжелого оружия. Это, конечно, эпичная штука. Так, ну пока не интересуются мной. Это хорошо. Так, вон они. У меня слишком мало боеприпасов, друзья. Угу. Так, а где у меня зона? Зона здесь. Все норм. Что, уже здесь кто-то был? Есть. Броню. Так, сменил бренд Samsung еще во времена C5. Ну и неплохо же ж. Нет? Опа. Все. Наконец. Наконец, хоть что-то можно делать. Понеслась.
Для начала так. Потом еще вот так. Да что ж такое? Есть. Мораль, нечего подходить, когда не уверен в себе. Видели характеристики пикселя 7.5, 7а? Да я пока говорю, я не люблю ни новости, ничего подобного по поводу железки. Знаете почему? Потому что каждый раз то, что я вижу в железке, оно очень сильно отличается от того, что на самом деле может предложить производитель. И многие очень верят в это все. Ну, я им рад. То есть ничего плохого в том, чтобы верить производителю, я не вижу, с одной стороны. С другой стороны, я очень часто не вижу ничего, что может сказать, что вот теперь им можно верить. Power Delivery не так быстро заряжаются по фирмовой пиксельской. Окей. Смотрите, сколько здесь. Сбор всех и вся. Так, понеслась. Здесь нет ничего. Здесь нет ничего. О, карабин есть. Отлично. И меняю на EPL. А карабин что? Карабин вообще пустой почти. Стоп. Шемлок. Вот это вот дело, наверное, шемлок хочу поменять. И уже все. Уже живем. Уже можно воевать чуть-чуть. Волт. Ничего ж себе тут заруб был. Нистовство. Хватает. Эва. Не знаю, мне кажется, что столько боеприпасов мне точно не понадобится. Но хорошо, что они есть. И можно, значит, брать вместо вот этого. Хватает. И все. И будет у меня два похожих девайса. Опа. Так, и они их точно не видят. Их точно не видят. Перезагрузка. Тоже неразумно видит, что два типа. О, понятно почему. То есть он верил очень в верхнего. Раз. И вот здесь нижний еще. Так, и здесь очень много всех. Все. Как-то вообще много всех было. Очень много всех было. Что, еще кто-то? Смотрите-ка. Ажиотаж какой-то. Прямо ажиотаж. Все? Отбежали? Отбежали. Всем плотный ауф. Эпично звучит. Взаимно. Так, ну все. Надо перезарядиться и идти компашкой. Эва щит. 41 минута. Смарт ведет себя хорошо прямым текстом. Никаких претензий к нему нету. О, да. Все. Ей. Полный. А, нет, 40 только. Ну ладно. Хотя бы 40. Так, а здесь у нас 30. Ну окей. Конкуренты. Так, куда мой друг ушел? Вглубь. Он убежал вглубь. А здесь, кстати, показано, что можно что-то восстановить. Наверное, это здоровье. Хорошо играл уже несколько месяцев в эту бедную игру, даже не понимаю, да? Так, требуется баннер союзника. Сейчас столько брендов и столько разных моделей, что глаза разбегаются. Но, по-моему, как раз наоборот, сейчас их меньше. В этом году получается, сколько? На очень много моделей меньше, на 1000 моделей.
Было 3600 в 21-м, в 20-м, по-моему... Так, ну-ка, есть контакт. Кто-то здесь бегает. В 20-м, так, где он стреляет? Не вижу. Не вижу. По сути, единальничать решил. В 20-м 2600 моделей. То есть модельного ряда становится меньше, наоборот, а не больше. И мне кажется, как раз разобраться, наверное, проще. Опа, я видел чувака, который спрыгнул. Как он спрыгнул, так и поднимется, правильно? Нет, нету его. Опа. Хорошо. Наверное, он вернулся как раз. Сколько он здесь перебил народа. С Фениксом, аккумулятором, аптечками. О, еще стреляют. Смотрите-ка. Есть. Содействовал. Есть такое дело. Содействовальщик я. Ну, тип играет просто круто. Круто. Точку взял, точку держит. Опа. Вот он. Но это не тот герой, которого стоит бояться. Если человек выбрал такого героя, то я не думаю, что он какой-то супер эпичный. С геном 1, скорее всего, уже не актуально. Но это ген 1 плюс. Это не ген 1, но он подпечаленный, назовем это так, слегка. Все, наконец 50 патронов. И в этот момент меня должны снайперской какой-нибудь штукой просто тудущ. Во. Вижу клиента. Вижу клиента, иду к нему. Так, и... А, не докинет он. Где? Товарищ спрятался. Нету. Так, здесь телепорт. А, он телепортом туда спрыгивает. Что там еще за руб у него? Что за руб? Окей. И очень неразумно с его стороны было. Чемпион! Ей! Десантура. Ну да. Family Guy. Очень крутой тип. Попробую его в друзья добавить. Хотя актуальность, говорю, этой темы всей. Огромное всем спасибо, кто на Twitch подписывается, потому что хотя бы есть о чем поговорить, пока эта вся штука загружается. Так, пробуем его добавить. Добавить друзья. О, есть добавлен. Ой, готовность. Все. Сорцом. Ага, все ушли. Ну и ладно. Пати Пенкос. С чего меньше 3? Меньше 3 нанометров или к чему вы это? А Twitch уже, кстати, идет довольно долго. Ген 1 сильнее греются, чем плюс версия. Да, но Ген 2 греется намного меньше, чем Ген 1 плюс. Вот и все. Но вообще, вот сейчас в этом сценарии использования молодцы. Готовность. Так я же нажимаю готовность. Чего? В чем проблема-то? Сколько у нас он съел за 47 минут? 17%.
Пока все супер. Пока все супер. Уже идет подбор. Адский день. Сегодня попытаться выгрузить все это дело на Tube. Я, наверное, сейчас после стрима этим и займусь. Тесты подсниму в начале, чтобы не было скучно. Покажу фронталку в начале, чтобы не было скучно. И все. Они бы создали тогда уникальный смарт для готовки. Да, однозначно. Блинчики жарить. Маленькие. Или мини-пицца. 3 восьмерки тоже как-то прожорливы очень. Гриш, по поводу всех процессоров, вот по поводу, допустим, тех же ядер, почему они когда не распространяюсь и не пытаюсь анализировать то, каким образом подобрано железо. Потому что это примерно как с компьютером. Вот сейчас я подбирал комп себе на 4080, закупался железом с материнкой, со всей другой штукой. И я вам скажу, ну здесь же вопрос целесообразности, для каких задач. То же самое, когда производитель напичкивает чем-то. Ну, понятно, вот, допустим, Bluetooth 5.3 я бы запихивал. Там UFS 4.0 я бы запихивал. Процессор топовый запихивал. Но вопрос, как написана операционка, чтобы он не ел, не грелся. И вопрос автономности, особенно в маленьких экранах с маленькими аккумуляторами, максимально остро по мне. Правильно? Стоит. Правильно, правильно. Сейчас распишут еще миллиард вещей по поводу того, как надо стримы вести на Твиче, да, когда в онлайне 11 человек. Помнится, Samsung Note 7 взорвался. Да, по-любому вот таких вот инфоповодах их миллиарды, просто миллиарды. Миллиарды миллионов просто. Мне кажется, это все развод легкий. Или нелегкий. Ну все, летим. Пока ничего не тормозит у меня. Twitch у вас чуть-чуть подтормаживает, но опять же, это не у меня, это у вас. Family Guy становится выпускающим, сейчас нас по-любому дропнет вот сюда куда-нибудь. Или нет, смотрите-ка, на гейзер, может, полетим. Вот я не верю, что мы не полетим куда-то, где что-то... Ага, в Капитолий. Кто бы мне сказал, да, что с низким, получается, рейтингом по железкам мы полетим. Ну ладно. Так, окей. Он бежит сюда, я бегу туда, чтобы не мешать ему лататься. Что он эпичен, я ведомый. Есть. Так, так, так. Тяжелые боеприпасы, понятно. Главное, БП уже достаточно. БП есть, еще броню любую найти, и все, можно играть. Не будучи обузой для топового игрока. Так, тяжелые боеприпасы, понятно. Тройной эффект, вот эта вот тема нормальная. Но брони так и нет. Вот печаль. На печали сидит и печалью погоняет. Смотрите, у нас все трое здесь. Они не разбежались все-таки. Все на опыте. И ЭПЛ. Все-таки это лучше и надежней. Любое автоматическое оружие. Так, здесь у нас клиентов много. Угу. Есть первый. ЭПЛщик первый. Так. Здесь у нас еще зарубы, да? Или уже их нет? Где его команда? Вот она. Здесь их может быть двое.
Блин, двое было и как раз проблема. 4, 3, 2, 1. Успею. Раз. Есть. Все. Нечего было подходить, да? Вплотную к автоматическому оружию. И вот сейчас мне надо Хемлок еще взять. И все, в принципе, можно играть. Сквад уничтожил. Пусть даже убогенький. Как меня слышно, видно? Вопросы есть? Сейчас вы вроде планировщики более-менее у всех компаний устаканились и используют производительность железа на максимум. Да, да, но опять же говорю, не хватает, мне кажется, вот этой вот гениальной штуки, кто бы сейчас придумал по поводу того, как сделать маленькие экраны, маленькую автономность. Понятно, что, может быть, это было бы в минус, и, допустим, как те же айфоны, не пришлось бы им миньки не выпускать в 14 версии. Но это с одной стороны. А с другой стороны, мне кажется, что это уже, ну, из разряда для Samsung, это чуть ли не основная их модель. Почему не пытаться сделать больше автономности, я не пойму. Хотя бы какой-нибудь, знаете, супер режим, при котором он там выше 900 яркость не повышал бы. Предложить продвижение. Спасибо большое, не надо. ВЛ, я как-нибудь так проживу, без продвижений. Так меня умиляют эти люди. Тан-тан, заблокировать. Все мне хотят помочь. С начала канала. Какие-нибудь там партнерки, еще кто-то, еще кто-то. Работаем и работаем, ролики делаем, да, и все. 10 человек в онлайне, 10 тысяч, тысяча. Я всем очень рад. Наоборот, чем меньше народу, тем веселее общаться. Сразу все видно. Так, 5 секунд. На Samsung все-таки сдались и перевели свои флагманы на снэпы. И это хорошо. Но опять же, обуздать, ну, может быть, с прошивками новыми все-таки они как-то исправят. Exynos СУ, дел бюджеток. Ну вот. Я еще не гонял А73, я купил. Мне, конечно, даже фанаты Samsung кричали, что это шлакоблок. Но цена была приятная, там 27, по-моему, и я купил. Во всяком случае, за такие деньги зато можно аппарат еще и топить. Хотя уже есть все-таки много девайсов с влагозащитой и не космическим ценником. Так, ну все. Боеприпасов не космос, но есть. Так. И L-Star. Непонятно, куда идти. Ну, куда-то надо двигаться. Может здесь встать даже, чтобы кого-нибудь принимать. Ищейка. Можно ищейку взять вместо L-Star. Мне кажется, она тоже норм. Family Guy решил все-таки убежать. Скучно ему просто бегать на таком левеле. Ему нужно хлеба, зрелищ, крови и фрагов. Так. И пока все как-то скучно. 9 отрядов. Где-то же они должны быть. Samsung назначен вечным уму. Да нет, почему? Опа. Там где-то кто-то бегает. Вот он. Вижу. Клиент. Все трое как такие, вот чувак. Где его компашка? Складной прицел, голограф. Ну, ничего особенного нету. И никого нет. Опять. Все тихо максимально. Да, все-таки PUBG в этом смысле какую-нибудь там локальную штуку поставить и повеселее будет. Все-таки. Все-таки.
Надо еще на Neo 5 пойти поснимать, потому что я сейчас, конечно, подсниму ночь. Фотки, ну так себе я уже фоткал. Никаких звезд с неба он не хватает, конечно. Так, и что здесь? Мне кажется, здесь кто-то был. Уже 7 отрядов. Ну да, они же могут быть по одному. Нет, а какие здесь триггеры? Можно уточнить. У GT Neo 5 нет триггеров. Вы имеете в виду купить триггеры, чтобы играть? Бабариан. Протин. Не, в 4 пальца играю спокойно. Все. Да из меня тоже такой игрок. Ну, чтобы выжить, просто побегать, чтобы протестить чуть-чуть на автономность. Потому что тоже 500 раз начинать. Сколько у нас? Мы, кстати, за счет этих типов на опыте много уже раз заканчивали в финале. Но опять же уровень 11, это не какой-нибудь там 40-й, как у меня у прошлого аккаунта, где ты выпрыгнуть не успеваешь, тебя уже сносит. Так, надо внутрь бежать. Вглубь. Опа. Хорошая броня у него была. И у этого, наверное, хорошая. Так, тихо. Типа здесь. Типа тут. Тут. Так. Ну, вот тоже, смотрите, берет и тратит свои силы на то, чтобы завалить уже чувака, который уже завален. И боеприпасы. Режим зрителя. Еще вероятно, что меня поднимут или уже нет? Зачем спойлеришь? Алекс, по поводу чего, например? Так, меня еще могут поднять, смотрите-ка, при желании. Мне кажется, они не будут этим заниматься. И стоп. Да, у нас один Family Guy почти убит. И я фактически убит. Здесь тоже не очуменно обалденный тип. Смотрим. Вообще крутые типы. Смотрите, какие зарубы просто. С двух сторон его еле-еле завалили. Так, и теперь вопрос дня. Будут они меня поднимать или нет? 16 секунд, 15, 14. Нет, не будут. 10. Неужели не поднимут? Ну и ладно. У нас 72%, это значит, что 22% в час он поедает, даже 21 в Апексе. И это хорошо. Я почему-то думал, что, учитывая, как он в Твиче работал, было все плохо. Про Neo 5 расстраиваться так сразу. Да хороший смарт. Дорогой просто пока. И то, что разбблок был, это сложно. Так, все, выхожу, переключаюсь на лицо. Чат. Ну что? Очень странно получилось. Ну ладно. Почему так он снимает? В зеркалке получается. Финализирую все в фронталка. Neo 5, 21% он съел. Все хорошо. Так, чат. Да, все правильно. Пишем, как меня видно. Кто не подписан, подписываемся. Пишите в комментах, на что бы вы еще хотели увидеть обзоры. Но фактически, мне кажется, у меня уже есть все. Ну, либо что-то, все остальное заказано, кроме каких-нибудь пока Sony и совсем третьего эшелона. Да, это 720p. Это считайте, что съемка в Твиче, и ничего суперского ни у чего быть не может, в принципе. Как снимала камера основная фронталка, вы видели. Плюс еще в основном обзоре, разумеется, все будет. Какая-то задержка с звуком, опять же, возможно, не смарт, а Twitch и все остальное причина. Всем огромное спасибо, что зашли. Ставим лайк и пишем, что еще купить. Телеграм-канал мой, взаимопомощи и скидок не забываем, только добавляемся. Удачи!